Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Вы смотрите видео из серии, в которых я рассказываю о падежах в русском языке, какие они бывают и какие у них функции. Если вы смотрите это видео, то вы хотите знать и понимать русские падежи, систему, логику их употребления. И вы правильно делаете. Да, падежная система в русском языке сложная, но если вы хорошо понимаете ее логику, то грамматика уже не будет казаться вам такой сложной. Падеж – это форма и функция слова. В русском языке по падежам изменяются существительные, прилагательные, местоимения, числительные и причастие. И не волнуйтесь, русские тоже делают иногда ошибки в употреблении падежей. То есть используют падежи в неправильных ситуациях. Это нормально. И это последнее видео из 6, где я рассказываю о вариантах употребления каждого падежа. В этих видео я не рассказываю, как правильно формировать слова в каждом падеже. Нет, для меня важно рассказать и показать, что у каждого падежа есть свои варианты употребления. Все зависит от ситуации. Какую ситуацию вы хотите показать, тот падеж вы и будете использовать. В этом видео я расскажу о падеже, который для многих кажется прям таким ужасным. Второй падеж – родительный падеж или genitive case. Вы думаете, что родительный падеж такой трудный, потому что у него есть исключения, много исключений, и также это один из самых часто употребляющихся падежей в русском языке. Да, мы очень часто используем именно родительный падеж. Итак, родительный падеж – это грамматическая форма, которая может употребляться с предлогом и без него. Предлоги уточняют значение родительного падежа, называющего объект действия или отсутствие, или время, или место. Давайте начнем смотреть на ситуации, в которых мы употребляем именно родительный падеж. Если нужно указать отсутствие предмета или объекта, то мы трансформируем слово в родительный падеж. У меня нет кота. В Австралии нет снега. Это были варианты без предлога. Но может быть и предлог, который показывает отсутствие какого-либо предмета, объекта. Я сегодня без кота. В этом году мы остались без отпуска. Обратите внимание, что, может быть, у меня есть кот, но я сегодня без кота. И обычно каждый год у меня есть отпуск, но в этом году я осталась без него. Следующее, если нужно указать принадлежность чего-либо кому-либо. И может быть несколько вариантов. У меня есть семья, у меня есть книга. Это семья Марины. Это книга Марины. Или у Марины есть книга Пушкина. Здесь сразу два варианта. Книга Марины, но автор книги Пушкин. Кстати, предлог «у» также употребляется и в значении места. Где? Я был у друга, то есть я был в гостях в доме друга. Я сейчас нахожусь у врача, то есть я сейчас в кабинете, в котором работает врач. Родительный падеж используется для детализации объекта или предмета. Это карта мира. Это президент России. Именно России, а не какой-то другой страны. Но имейте в виду, что страна в этом значении не принадлежит президенту. Интересно и важно, что с числами мы всегда употребляем родительный падеж, кроме числа 1. 2 дома, 3 книги, 4 человека. 5 домов, 10 книг, много людей. Обратите внимание, что после чисел 2, 3,
4 мы употребляем формы единственного числа родительного падежа. И это может быть и 22, и 32, и 42, неважно. Вы говорите слова 2, 3, 4, и у нас форма единственного числа родительного падежа. А если вы говорите слова 5, 6, 7 и так далее, а также слова много, мало, немного, несколько, сколько, столько, то мы употребляем формы множественного числа родительного падежа. Поэтому 5 домов, 10 книг, много людей. Но, конечно, есть исключения. Есть в русском языке такие слова, которые мы не употребляем во множественном числе. Например, неисчисляемые слова, то есть предметы, объекты, которые мы просто не можем посчитать. Эти слова никогда не будут употребляться во множественном числе. Следующее. Когда мы говорим о начальном пункте движения. Откуда? От чего? От кого? Я еду из Москвы, я иду из дома. Я приехал от друзей. Или мы взяли документы со стола. Также родительный падеж употребляется с предлогом «до», который обозначает конечную, финишную точку. Доехать до центра, добежать до финиша. У родительного падежа много предлогов, которые различаются по значению. Так предлоги около, возле, недалеко от, далеко от, мимо, вдоль, посреди имеют значение места нахождения и всегда употребляются с родительным падежом. Я живу около, возле, далеко от, недалеко от рынка. Я живу посреди парка. Дальше предлог «из-за» обозначает причину. Я опоздала из-за тебя. Из-за дождя мы промокли. Предлоги «до», «после», «около», «с» имеют значение времени. Давай встретимся около 2. Или давай встретимся после 2. А может быть, давай встретимся до ужина? Или, может быть, встретимся с часу до 2? Предлог «для». Адресат действия. На кого направлено действие. Письмо для друга, письмо для мамы, цветы для жены. Как вы видите, значений родительного падежа очень много. А назову-ка я вам еще 2 значения. Например, компаратив. В компаративных конструкциях мы используем тоже родительный падеж, если вы используете конструкцию без слова «чем». Москва старше Петербурга, лето теплее зимы. При обозначении даты «когда» здесь значение без предлога. Например, 1 января 2022 года вы будете встречать Новый год. Это были некоторые, но не все значения родительного падежа. Их очень много, и рассказать о всех в одном видео у меня не получится. Но если вы знаете какие-то еще значения, то напишите в комментариях, мы их обсудим вместе. В описании этого видео я оставлю ссылку на подкаст Russian Verbs. В этом подкасте каждому глаголу дается несколько вариантов употребления. Даже не несколько, а очень много вариантов употребления. И если вы будете учить не просто форму глагола, а учить варианты употребления глаголов, то так будет лучше и эффективнее. А теперь бонус. Напишите мне на электронную почту, что вы хотите получить бонус, а именно таблицы с окончаниями существительных и прилагательных в каждом падеже и таблицу с изменениями личных местоимений по падежам. Еще раз, если вы хотите получить эти таблицы как бонус бесплатно, то пишите мне на электронную почту. Вот и все.
Это были 6 видео о падежах в русском языке. Вы можете посмотреть их еще раз вот в этом плейлисте. Подпишитесь на канал Russian Language Club, потому что это еще не вся информация о русском языке. Подпишитесь, поставьте уведомления о новых видео и ищите Russian Language Club в социальных сетях Instagram, Facebook, Telegram. А также вы можете поддержать проект Russian Language Club на странице Patreon. Пока-пока! До скорой встречи!